Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев и Александр Симпл, и сегодня мы поговорим на интересующие вас темы. Саша, хотим тебя спросить о таких моментах. 3 турнира уже в новом составе. Как ты оцениваешь вообще ваши результаты? Удовлетворительно или хотелось бы все-таки лучше, или это нормально? В начале, когда вы еще не сыгрались, не побеждать на всех турнирах? Вообще результаты нормальные, хотелось бы, конечно, лучше. Все мы не понимали, почему мы проигрываем Г2 и Героик на этом турнире. Даже на тренировках мы не допускали столько много ошибок, как допустили вот в этой игре. И эти ошибки постоянно повторяются. А наша главная цель была победа на другом чемпионате, поэтому к этим турнирам мы отнеслись как к подготовке. Тем более мы понимаем, что у нас все с нового листа, это как новый состав, нельзя с самого начала все выигрывать. Но я всегда задавался вопросом, как героики тоже с новым составом выиграли нас. Но мне кажется, это просто нехватка нашего тимплея или опыта на турнирах. И мы сыграли только 2 турнира. То те вот Лондон квалификация, это просто как игры. Хорошо, вот сейчас вот ингейм лидером стал Бумыч. Как мы с ним уже общались на эту тему, маленький капитан, начинающий капитан. Многие игроки говорили, вот Элик, Ладик, что Бумыч молодец, но не хватает еще опыта, и иногда он колет сам под себя. Так выразился, по крайней мере, Ладик, а Элик рассказал о том, как это происходит. Что ты можешь сказать о молодом капитане, ингейм-лидере, ЗКЛ? Как он справляется вот, с твоей точки зрения? Мне нравится, как он координирует. Просто иногда в середине раунда на некоторых участках карты он находится совсем в другой стороне, и он не видит, что происходит у нас. И из-за этого он принимает какие-то поспешные решения. Но в целом Кирилл с Андреем работают очень много, и прогресс видно. То есть можно сказать, что только опыт сможет сгладить все эти моменты, да? Ну, какие-то понимания на карте надо еще научить Кириллу. Ну и не только Кириллу, я думаю, всей команде. Чтобы каждый знал и чувствовал действия своего тиммейта. А это уже приходит с тимплеем. Можно ли сказать, что роли еще до конца не разобраны? Потому что Ладик говорил, что он не знает, как играть ему на Инферно, поэтому он ненавидит эту карту. И такие моменты всплывали. Можно сказать, что еще карты 2-3 полностью не наиграны. То есть хорошая команда играет 5-6 карт, много уже команд играют 7 карт. А нам, так как у нас мало времени, нам надо было подготовить 4 карты. И вот мы постоянно над ними работаем, постоянно фиксим ошибки на этих картах. И пока мы не закончим с этими картами, мы не можем перейти на другие. Что ты скажешь вообще по поводу возвращения Ладислава? Во-первых, он стал лавапером, разгрузил, скажем, тебя, но иногда, в зависимости от респа, ты все-таки берешь АВП. Тебе стало легче теперь играть? Ну, нормально играть. Просто непривычно. Не скучаешь за АВП? Ну, иногда бывает. Но просто непривычно как-то играть за атаку в каких-то новых спотах, поэтому надо время, чтобы тоже их наиграть. А вот за КТ я почему-то перестал брать второй АВП так часто, даже когда у нас есть экономика. Надо вернуться к этому. Потому что с 2 авиками у нас, мне кажется, больше возможностей взять раунд. А вот Владислав, я рад, что он пришел. Ему надо еще потянуть и вспомнить русскую информацию, потому что в каких-то важных ситуациях он быстро не может реагировать Все игроки об этом и говорят. дать информацию. Ну, А можешь маленький пример вспомнить, такой, скажем так, обычный, на какой-то карте? ну просто он не успевает договориться из-за того, что у него какой-то экшен происходит. И иногда экшен происходит, и игроки вообще не говорят, и кто-то вместо них говорит. А иногда они стараются говорить, а вот Владиславу сложно, потому что он играл в совсем другой команде. То есть ему еще нужно время, чтобы перестроиться? Да. Еще ему нужно время, чтобы понять, как правильно реализовать АВП в нашей команде. Потому что сейчас, может, он думает, что его посылают в какие-то точки. Я уже Кириллу говорил, чтобы Владислав сам говорил, куда он хочет пойти и где он хочет дать энтри. Потому что это очень важно для авика в начале раунда, первые 15-20 секунд, постараться навязать свою игру.
где-то спугнуть соперника, где-то показать АВП, где-то наоборот не показывать авик, чтобы соперники не знали, куда лучше идти. И тут все придет с временем. Мне было обидно, когда мы проиграли, я не понимал, почему я так злюсь, даже в ходе этого турнира. Я думал, что мы уже должны выигрывать вот эти вот все средненькие команды без шансов. А на самом деле, вот, мне все правильно говорят, что это новая команда и нужно просто время. Но просто я эти слова говорю всегда себе, что нам надо время потренироваться еще когда с Даней и с Ваней играли. А сейчас уже действительно... Нету времени, да, Да, действительно? сейчас уже просто надо ждать. Потому что работу мы делаем очень большую. Кто бы что там ни говорил, но она очень-очень хорошая работа. Эликс сказал, что по сравнению, скажем так, с прошлым, да, и с прошлым составом, с прошлым подходом, вы стали играть очень много праков и уделять очень много времени тренировкам. Это действительно так? Если это так, то расскажи, что поменялось в подходе к тренировкам? Ну, конечно, сейчас все стало продуктивнее, потому что мы не знали, как Зевс, когда он забьет, все время какие-то фразы от него слышали, то он хочет закончить в один момент, то в другой. И мы сами, Ну, не напоминало это немножечко вообще просто хайп, когда человек уже знал, что уходит, и то есть ему хотелось уже как-то вот да, но... поднять эту информационную, скажем так, бучу. Да, но есть команда, как можно... В первую очередь надо ставить команду, если ты человек, который хочет добиться результата. Нельзя так делать. Кажется, неправильно вот эти вот последние 3 или 4 месяца мы провели. Мы могли намного лучше подготовиться. То есть уже чувствовался спад, и что все забили на самом Это деле. чувствовалось, как будто вот, все, последний поход. Это последний поход у нас Вот, команды. ребята, это то, что вы хотели услышать от Саши Симпа. То есть все чувствуется, все люди понимают, если что-то идет коту под хвост, скажем так. Хотелось закончить эти 3 месяца и приступить уже к нормальной работе, да? Ну, все надеялись, конечно, что мы наберем хорошую форму и выступим хорошо. Это я говорю про мажор. Но как не получилось, значит плохо подготовились, значит были на то причины. Блейда ты знаешь уже очень давно. Скажем так, он вообще сенсей. Я помню этот крутой мем, где идет Блейд, там идешь ты, Бондик. Да, там где черепашки-ниндзя Да, с черепашки-ниндзя. Сплинтером. Очень такой душевный мем. Ты знаешь о его подходе. Вообще мне показался мягким, очень рассудительным и умным. Но я уже Эльку говорил, мы сегодня пытались зайти к вам в Праг, и у нас не было ключа, нам пришлось постучать и позвонить в дверь. И он такой: дверь оставляйте вообще-то открытой, мы работаем. Мы немножечко поняли, что, скажем так, в тихом омуте и черти водятся. Как ты можешь прокомментировать его подход к работе и что изменилось? Я могу сказать, что Андрей может научить любого игрока вообще играть в эту игру. Вот действительно, любого. Он все время тебе будет говорить о ошибках, которые ты допускаешь, чтобы они больше не повторялись. И этот человек все время хочет работать. То есть не начинается тренировка у нас, не начинаются праки без обсужденных ошибок предыдущего тренировочного дня и без обсужденного плана на игру на этот тренировочный день. То есть такого не может произойти. То есть на тактике и на стратегии мы уделяем очень много времени. И все время стараемся фиксить эти ошибки. То есть мы не переходим на какую-то карту, пока мы не поймем, что у нас не работает на этой. И мы не убираем какие-то раунды, пока Андрей сам не увидит, что на 10 праках эти 10 из 10, если оно не получилось, то, конечно же, мы будем это фиксить. Мне очень нравится. Я знаю, что Андрей многому чему меня тоже учит. Кучу всего. Когда-то и Миша так учил, когда они только с Даней пришли. Но потом как-то, не знаю, как-то все поменялось. А подход поменялся. Все говорят о какой-то новой дисциплине, о которой никто не знает. Но что изменилось вообще в распорядке дневном, скажем так? Дисциплина наконец появилась. Наконец мы перестаем опаздывать на праки. У нас была такая проблема, мы опаздывали на праки, то мы просто тратили время, и потом нам надо было что-то дообсудить, то у нас были какие-то паузы, то мы ставим фризи-тайм, как на валь в турнирах, по 20 секунд, и не успеваем к следующему праку.
Сейчас мы делаем все намного... То есть это бесило, скажем так, когда такой подход к работе? Да, и соперников тем более. И сейчас мы просто, не знаю, все у нас стало как-то качественней. Ну, все на взаимоуважении сейчас связано. Я видел Элика, он вообще, как, не знаю, умиротворился. Ты не знаешь, что с ним происходит? Раньше он был такой гиперактивный, а сейчас он рассудительный, спокойный, стабильный, скажем так, раскрылся полностью до конца. Мгм. Влияет ли вот эта атмосфера положительно, получается? Или все-таки у Элика какой-то индивидуальный настрой? Теперь каждый игрок видит, насколько сильно твой тиммейт старается и тренируется. Нету такого, что кто-то у нас не старается или кто-то забивает. Потому что если один человек это фейлит или не старается пофиксить свои ошибки, то это идет вред всей команде. И каждый понимает, что если он будет приносить вред всей команде, то мы ничего не выиграем. А мы уже достаточно попроигрывали, чтобы допускать те же самые ошибки. А Бумыч, он кажется не совсем серьезным в некоторых моментах. Если посмотреть его инстасторис, он любит какие-то душевные песни, он любит эстраду. Он как Филипп Киркоров на поп-сцене. Вероника, Верончика, чик-чика, я смелая клубника, чика-чика, чика-чика. И без тебя мне никак. Все, я флекс. Чика-чика, мою любовь верни. Ну, не будем скрывать, так и есть. Это не мешает ему в подходе к работе? Да нет, просто, не знаю, веселый. Иногда у него просто фокус пропадает, когда он там фанится с какими-то тиммейтами на браках, и ему надо все время повторять, чтобы этот фокус вернуть. Потому что если ты будешь как-то Всё время фаниться? на пофиг или на фане какие-то раунды на браках отыгрывать, то, я не знаю, то полезность этих наигранных раундов на браке, она уменьшается. И потом какие-то новые ошибки, которые могли произойти на браке, они появляются во время игры. И это уже дополнительная работа, которую тоже надо фиксить. Совершенно недавно на этом турнире произошла ситуация, когда один из рефери Старладера выложил в свои соцсети инсайды, скажем так, внутренние диалоги команды, которые нельзя выносить публично. После этого, насколько мы знаем, рефери уволили, публично извинились. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к этой ситуации? Потому что многие думают, что Натус Винцер поспособствовала тому, чтобы рефери уволили. Мы этого рефери называем Петя. То есть это Петя виноват. Его не Петя зовут, но мы называем его Петя. Он как-то нам напоминает какого-то такого Петю, который вышел постоять за спинами у игроков. Я, если честно, очень удивился, что я просыпаюсь, вижу эти новости, я понимаю, я действительно себя нервно чувствовал во время игры. Не было такого, что я мошнил, и меня никто не мог остановить. Вот эти вот слова, которые были выписаны. И не было такого, что команда тильтует из-за того, что Владик промахивается с АВП. Наоборот, команда его всегда поддерживала. После поражения с Г2 Владик говорил, что у него что-то не идет. Мы говорим, все хорошо, завтра все получится. Меня очень удивил этот случай. Я еще такого нигде не видел. То есть, если у какой-то команды возникает конфликт, там даже, возьмем Астралис, там Ликвидов не получалось. Если каждый рефери будет что-то сливать, то это вообще будет полный бред. Это как в футболе начинается халл-тайм после первой половины, все игроки собираются, тренер выходит и стоит просто с ними рефери, который это все слушает, а потом докладывает или постит это в сеть. Не знаю, какой был мотив у этого жюри, но я могу точно сказать, что я даже ничего не писал, ничего не это. И думаю, ни один из игроков никак даже не высказывался, ни организации, никому по поводу То есть этого. просто было неприятно, но так, чтобы, скажем так, уберите его, Было никто очень такого не неприятно. Было очень неприятно, потому что ты еще проиграл. Это же в этот день все произошло. И потом это все выходит. Там один хейт, потом хейт умножается в 2 или в 3 раза. Ну Да, и да. так еще было написано очень, очень странно. Потому что в нашей команде у нас нету такого, что кто-то кого-то ненавидит, не любит или хочет пожелать что-то плохое. Унизить, оскорбить, да? Да, я могу сказать за себя, что я расстраивался только из-за того, что я уже создал себе такую иллюзию, что наша команда среднячков и чуть выше среднего левела команды должна закрывать без шансов. Потому что так происходило, по крайней мере, на праке. Понятно, на праке все там все отрабатывают,
но разница очень большая после прихода Андрея, Кирилла и Владислава. В последнее время очень комьюнити киберспортивное растет. Каждый день киберспорт становится все популярней, все больше и больше фенов. Хейт все время льется, он не прекращается. Я, кстати, это заметил везде. Ты сам это заметил, только дай, не знаю, какой-то инфоповод, сразу льется хейт. Что ты думаешь по этому поводу, что комьюнити иногда стало переступать какие-то грани? То есть уже это не просто какие-то шутки, да, а действительно переходит на личности, какие-то оскорбления. То есть не стоит на это обращать внимание, вырабатывать иммунитет, или все-таки хотелось бы сказать ребятам, что как-то надо быть добрее, я не знаю, у нас есть такая возможность, YouTube-канал, обратиться ко всем. Вот просто твое обращение к фанатам. Ой, я не знаю, ну... Вы добрее не станут. Да, точно, запика. Они не станут, я не знаю. Я бы советовал всем не обращать внимания. Я как-то не обращал внимания, но вот в последнее время почему-то меня начало это задевать. Может, из-за того, что какой-то спад целой команды пошел, и мы перестали быть там в полуфиналах, финалах. Потому что раньше, когда-то с Эриком у нас там был стрик 13 турниров подряд в плей-оффе, ну, в топ-8. А сейчас как-то видишь, как будто люди забывают про каждого игрока, что он вообще сделал для организации, и как он играл, и почему он так играл, почему команда так выступала. И люди забывают, что у нас новый состав, что для этого надо время. Я не знаю, я бы посоветовал всем делать, что они хотят, но всем игрокам советую вообще не обращать внимания. Просто даже есть в футболе много случаев, из-за этих комментариев игроки начинают хуже играть, они начинают думать об этом. И у многих футболистов просто отбирают телефон там за 3 часа до игры или вообще за день до игры. То есть целый день просто, чтобы ничего не читать. Что сказать? Да, спасибо всем, кто также поддерживает нас и болеет, и не перестает верить. Я думаю, что мы станем намного сильнее, прогресс идет. Я думаю, это видит каждый из игроков. Хотим извиниться тоже за этот результат. Все-таки он неприемлем не только для вас, а и для нас тоже. Если вы думаете, что мы сюда приехали отдохнуть в Турцию, полежать в бассейне, покупаться в море, то ни один игрок вообще не сходил никуда покупаться, кроме душа, пока мы не вылетели с этого турнира. Никто даже не видел этого моря, пока мы не вылетели с этого турнира. И просто обидно, когда люди становятся другими, и тем более начинают хейтить. Я сейчас не говорю про тех, кто ставит. Про тех, кто ставит, вообще это другой контингент людей. Это уже проходили, просто, да? Просто если видите таких, закрывайте на них глаза, с ними даже не надо общаться. А вот настоящие люди, которые поддерживают команду или и которые болеют за нее и потом разочаровываются в ней, то хотя бы не пишите гадости. Просто забейте на эту команду, если она вам не нравится. А вот все, кто перешел на темную сторону зла, прошу вас, юные подаваны, вернитесь к нам. Сила рыцарей джедая спасет нас. С вами был Алексей Костылев, Александр, символ Костылев. Всем увидимся, папа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Совсем скоро.